Для работы нам потребуется отрезок ткани, у меня шифон. Также нам потребуется фатин. И вот такая вот заколочка, уточка. Также можно использовать заколка автомат. Итак, берем отрезок ткани размером 76 на 20 сантиметров. Так, раскроем. Теперь складываем в длину ткань. Закрепим все иголочками. И так далее. И будем прошивать все на швейной машинке. Итак, заготовка на бантик готова. Складываем ткань в длину. С помощью мелка отмечаем середину. Чтобы лучше видно было, сейчас отмечу также. Подводим края к середине. Делаем небольшой нахлест, где-то 5-6 миллиметров. Также еще раз края подводим в середине. И сейчас мы будем все вместе прошивать. Здесь уже не надо. Все, шьем. Вот так вот. Видно? Стягиваем. Можно не прошивать, можно просто вот так обкрутить, кому как удобно. Вправляем бантик. Так как у нас двухслойный, нижняя часть немножко будет выходить, даже наоборот очень интересно смотрится. Убираем бантик в сторонку. Берем фатин, два отрезка. Один отрезок пока убираем в сторонку. Размером 30 на 16 сантиметров. Теперь берем этот фатин именно в длину. Будем делать складочки в 1 сантиметр. Нам нужно будет делать складочки где-то вот в 1 сантиметр делаем. И вот так все это время до конца делаем такую вот гармошечку. Вот такая должна красота получиться. Берем иголочку с ниточкой. Стягиваем. Точно так же делаем вторую сторону.
Теперь осталось приклеить основу на бантик. В начале видео я выбрала вот такую вот заколку-уточку, но размер мне не нравится. Данная заколка очень маленький. И решила взять вот такую вот заколку-автомат размером 7 сантиметров в длину. Приклеила его на фетровую основу, на простой горячий клей-пистолет и схватила вот немножко вот иголкой с ниточкой. Так, приклеиваем. Далее нам потребуется небольшой отрезок ткани размером 16 на 11 сантиметров. Складываем ткань. Делаем небольшую складочку. Переворачиваем. Небольшую сборку сделаем. Все, с обратной стороны будем красиво шить. Закрываем и шьем. Вот и все, бантик готов. Сделан на заколке автомат. Очень нежный бантик получился, легкий, воздушный. Ткань у нас так как тонкая, вообще вес не чувствуется и очень гармонично сочетается именно вот с фатином. Он, думаю, будет очень красиво смотреться. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Вот и все, бантик готов. Посмотрите, какой нежный бантик получился. За то, что это у нас шифон, он очень нежный, мягкий. Но то, что мы сделали вот два слоя, он будет очень хорошо держать свою форму. А за счет фатина будет очень красиво смотреться. Думаю, здесь сочетание очень хорошее материала получилось. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!